Всем привет! Я тут решила все-таки вернуться к масляной живописи, так как я последний раз этим занималась уже очень давно, поэтому все мои материалы уже немножечко потерялись, потому что это было 10 лет назад. И после этого было 4 переезда, где-то 3 или 4. В общем, все где-то потерялось, раздарилось, разошлось. Соответственно, я купила себе такой стартовый набор, который мне поможет влиться обратно в это все творчество, в этот вид, точнее, творчества. И я решила с вами поделиться, что я приобрела, для чего это все нужно, и это, я думаю, что как раз-таки очень хорошо подойдет для старта, если вы хотите начать заниматься живописью, так как я всегда считаю, что если вы что-то такое новенькое начинаете, то сразу закупаться всем самым лучшим в самом большом количестве не стоит. Нужно потихонечку начинать все это дело. И начинаем, конечно же, с самого масла. В этот раз я себе взяла Art Color. Это от Royal Talent, от нидерландской фирмы, которая сейчас зашла на наш рынок, и мне очень стало интересно. Потому что до этого я пользовалась маслом классическим, вот этот мастер-класс, это который Невская палитра, стандартные цвета, я их хорошо знала, я много на них писала, и мне захотелось чего-то новенького, интересненького, поэтому вот я захотела вот эту фирму попробовать для разнообразия, потому что здесь, я думаю, немножечко другие формулы цветов, немножечко все, ну, в общем, какие-то другие ощущения захотелось. Поэтому я приобрела самый такой большой набор самого старта, то есть здесь вот этот Art Creation, это типа первая степень для дилетантов, можно так сказать. Потом есть Ван Гог, это уже для больших таких профи. И есть еще Рембрандт, это для супер профи. Вот. И я решила, что я сначала возьму вот этот, попробую, посмотрю, как он будет выглядеть. Кстати, в следующем видео я обязательно сделаю подробный обзор на все цвета вот этого масла, порисуем. И потом, скорее всего, дополню еще таким стартовым набором от Ван Гога, такими, ну, побольше тубы, скорее всего, возьму основных цветов. В общем, посмотрю, как оно все будет, как будет себя вести это масло. Но вот для старта, что я предлагаю по поводу цветов. Кто-то говорит о том, что, ну, я тоже, в принципе, говорю, что не надо большой набор сразу покупать, зачем вам это нужно, возьмите что-то стандартное. Отчасти, да, вы можете взять такой маленький, совсем даже этого масла, вот такой вот маленький наборчик, по-моему, там 12 цветов или 8 даже можно цветов взять, там с тубами там 20 мл, 30 мл. Отчасти, да, вы попробуйте, потому что любой цвет, ну, как бы считается, что любой цвет можно смешать из базовых, красный, желтый, синий, да, вот это. Из этих цветов, в общем, можно смешать все, что угодно. С другой стороны, нет, не все цвета. На самом деле, чтобы они получились красивыми, чистыми, все-таки какие-то нужно прям покупные брать. С другой стороны, я очень даже за, вы знаете, вот такие вот маленькие наборчики, не очень дорогие, по одной простой причине. Вот вы взяли большой набор, вы все попробовали, вы повозюкали кисточкой, поделали пейзажики, эти натюрмортики, все, что вы хотите, прям отвели душу, потому что писать маслом на самом деле очень весело, забавно. У нее такая текстура, с которой можно играться, ложить, класть, размазывать и так далее. И потом, за счет того, что у вас много цветов, вы, во-первых, все попробуете. Плюс мне было тоже интересно, потому что это новая для меня фирма, новая палитра. Я не знала вообще, какие тут цвета есть, чтобы потом докупать этих. Так вот, потом там по истечении времени, когда вы уже попользовались этим наборчиком, вы можете посмотреть прям четко по тюбикам, что вам нужно, чем вы больше всего пользуетесь, что вам больше всего понравилось, то и покупайте в больших размерах, в больших тубах, потому что все-таки в больших тубах удобнее работать. Если вам это все понравилось, то вот дальше можете расширять свою коллекцию. Но вот по такому набору будет точно понятно, что именно вы хотите. Так вот, какое именно масло брать именно по фирме, это вы уже смотрите сами, но повторюсь, не надо прям сразу Рембрандт брать, хотя если у вас есть средства, покупайте, наслаждайтесь. А я же все-таки за такой стартовый набор, недорогой, а потом уже будете расширять его. Следующий момент, в принципе, кто-то пишет вообще сухо по маслу, но я все-таки за какой-то, ну, акварель мы разводим водой, с маслом нужно разводить маслом. И в прошлые разы, когда я работала с масляной живописью, я работала на пенине, на тройнике, и
не могу сказать, что мне понравилось. Все равно он как-то что-то он делает с маслом. Вот хотя говорят, что нет, он не меняет форму масла. Да, он высыхает быстрее. На масле, вот на льняном масле высыхает дольше, то есть где-то 2-3 недели высыхает масло. Но мне все-таки на масле больше нравится. Как-то сохраняется вот эта маслянистость, приятная текстура. Вы можете попробовать и то, и то. То есть тоже возьмите какой-нибудь не очень большой объем. Я взяла просто вот льняное отбеленное, чтобы, мне кажется, немножко, когда не отбеленное, когда прям такое желтенькое, оно дает все-таки какой-то цвет. Вот. Это, в принципе, по вашему желанию, но вообще, в принципе, советуют, конечно, именно льняное масло, а не растворители, пенены. Это оставьте лучше для чистки ваших кистей, а для начала вот что-нибудь такое пригодится. Следующее. На чем рисовать? Я очень сильно советую вам собрать вот такую парочку. Это прессованный картон и грунт акриловый. У меня здесь есть 2 цветов. Почему? Во-первых, раньше, когда я писала маслом, можно было писать только, допускалось писать только на холстах. Это нужно было подрамники, нужно было специальную ткань покупать, натягивать, грунтовать. Конечно, продавались всегда готовые, но они всегда так странно были загрунтованы, всегда краска внутрь проходила, в общем, какие-то проблемы были. Сейчас же можно рисовать на чем угодно за счет грунта, который уже есть готовый, потому что раньше мы его сами делали, мучились, сейчас он есть готовый вариант, хорошие формулы уже изобретены. По поводу картона, почему я советую? Так как есть сейчас даже бумага для того, чтобы писать маслом, и в принципе можно прогрунтовать любую плотную бумагу для того, чтобы просто писать маслом, потому что самая основная проблема масла, что оно проходит внутрь всего, на что его наносишь, и только грунт может остановить это. То что, если масло пройдет, там частично оно что-то размажется, расслоится, в общем, оно должно оставаться на поверхности, никуда не уходить. Но все-таки, если вы делаете на бумаге, то для каких-то быстрых вещей, для каких-то проб можно, но какого-то большого слоя масла нельзя использовать бумагу, потому что она все-таки пластичная, и если вы захотите там какой-нибудь такой попробовать, чтобы прям масла было много, потому что, в принципе, это интереснее, чем лессировочки делать, масло для этого не так сильно предназначено, как акварель, например, тоже вы будете ограничены. По поводу холстов, да, они хороши для каких-то больших серьезных работ, но если вы начинаете, учитывая то, что я собираю стартовый набор, то, скорее всего, вы только начинаете. Для этого идеально подойдет картон, но не покупайте грунтованный картон. Сейчас я, кстати, распарю эту упаковку, и мы посмотрим, что там внутри. Не покупайте сразу грунтованный, потому что, опять-таки, как-то они мерзко всегда это все грунтуют, неудачно, мне никогда не нравится. Я взяла просто сейчас наборчик, который, такой, по цене достаточно удобный, просто для старта. Я, в принципе, до этого брала для акрила, покупала такой большой кусок картона, и из него потом вырезала. Вот, 5 миллиметров, он подходит, в принципе, вот можно, конечно, толще, но это вот такой стандартный, который продается в художественных магазинах. Он так и называется набор переплетенного картона или прессованный картон, он тоже называется. Это именно вот художественное, в художественных магазинах продается, он очень недорого стоит. То есть, если вы возьмете себе грунт, который тоже не очень дорого стоит, и вот такой вот набор картона, вам хватит очень надолго. То есть, вы можете взять большой лист. Кстати, грунтовать картон больше, чем 30 на 40 не стоит, потому что его ведет. То есть поменьше картинки, меньше ведет, а вот больше, чем 30 на 40, если вы прям такой А1 загрунтуете, то он пойдет так волнами. А вот для каких-то небольших таких тренировочных работ замечательно. Акриловый грунт, картонка и вперед. Вы можете загрунтовать сразу много. Это вам обойдется гораздо дешевле, чем если вы там холсты будете покупать или готовый картон, потому что готовый грунтованный картон в разы дороже, хотя это та же самая смесь. Для разнообразия могу сразу предложить купить какой-нибудь цветной грунт. Я взяла себе черный, потому что он поразил мое сердечко по одной простой причине. Рисовать по тонированной
бумаге или основе маслом. Это так интересно, это так разнообразит вашу живопись, вашу жизнь, и вообще это очень-очень забавно. Конечно, когда вы только начинаете, можете этим не заморачиваться, но впоследствии очень советую какой-нибудь там черный. Я видела, сейчас есть еще, знаете, таких землянистых оттенков, всякие оливковые, сепия, что-то такое есть. В общем, это очень придает такой азарт в живописи, очень интересно и разнообразно становится. Поэтому я очень советую вот это сочетание, особенно для обучения, да и в принципе для написания картин, это очень классненько. И напоследок, чем же, собственно говоря, рисовать? То есть у нас есть масло, у нас есть холст, мы все покрыли, загрунтовали, кстати. Некоторые советуют 2 слоя, кто-то говорит 1 слой, кто-то говорит 3, кто-то говорит еще желатином. Я заметила, что в среднем и производитель тоже советуют в 2 слоя все это прокрашивать. Просто берете кисточку и плотненько покрываете весь картон. Можно еще даже вот по ребра делать. И все, и можно дальше рисовать. Ну, подождать сутки, чтобы оно все высохло, и рисуйте. Так, по поводу материалов. Возвращаемся. Чем же мы будем рисовать? Во-первых, кисти. Какие нам нужны кисти? Щетина прекрасно подходит, потому что ей можно и покрыть полностью какую-либо поверхность, и также создать фактуру за счет того, что она хорошо держит свою форму. И, в принципе, к любой кисти нужно подходить с расчетом на то, чтобы она держала свою форму. Поэтому идеальнее всего синтетические кисти любых размеров. Но в основном, конечно, советуют плоские, но в зависимости от того, что вы именно будете рисовать. Вы уже дальше будете себе подбирать. Вы можете взять несколько кистей синтетики, не очень дорогих. В принципе, синтетика недорого стоит. Конечно, потом вы можете себе купить хорошую синтетику. Плюс, если вы рисуете на таких небольших форматах, то, конечно, не берите вот эти длинные кисти. Я их вообще терпеть не могу, даже на больших форматах. Не знаю, мне никогда не было удобно. Я все время пыталась себе выколоть глаз именно. Вот, поэтому самая-самая простая синтетика, тем более она в уходе еще более удобная, потому что если есть какой-то натуральный ворс, его нужно отдельно мыть как раз-таки пенином, каким-нибудь керосином, что-то промывать, а эти просто можно хозяйственным, самым таким обычным хозяйственным мылом так хорошо помылить, щеточкой какой-нибудь потереть, и они ототрутся от масла. По поводу того, как мыть, в процессе вам обязательно понадобятся салфетки или какая-нибудь ткань. Раньше это, конечно, всегда была ткань, когда появились бумажные салфетки, кто-то остался с тканью, кто-то перешел на салфетки. Я вообще фанат салфеток, как только появились эти бумажные полотенца. Единственное, что если вы выбираете ткань, обязательно берите что-нибудь без ворса, иначе весь ворс будет на вашей работе, что-нибудь хлопковое, то есть или смесь хлопка с чем-то, то есть это может быть какая-нибудь старая простынь, старое одеяло, подушка, все что угодно. В общем, что у вас есть, вы можете как бы нарезать себе какой-то формат и вытирать кисти в процессе, то есть по окончании мы их тщательно моем, просушиваем, чтобы они сохраняли свои свойства, свою форму. В процессе же кисти не моются, они вытираются о салфетку. А если салфетки, то берите, которые более такие плотные. Вот когда их вытираешь, чтобы они не размусоливались, знаете, на такие маленькие кусочки. Я вот выбрала себе самые дешевые салфетки из соседнего магазина, но они настолько плотные, они настолько хорошие, то есть ими можно бесконечно вытирать кисти. Неплохо впитывают воду, но вот для масла, для акрила они оказались идеальны. Еще можете, если вам интересно, купить сразу себе 1 или 2 мастихинчика. У меня вот есть такие разные братья. На самом деле вот этот ко мне попал случайно, я заказывала другой, но, в общем, заказ перепутали, и мне уже не хотелось с возвратом заморачиваться, поэтому нужно мне еще что-нибудь посерединке купить, что-то средненькое, потому что это у меня единичка, это 6, Малевич, по-моему, да. Вам пригодится, потому что масло такой товарищ, который можно накладывать, можно создавать фактурком, можно выглаживать. В общем, мастихином очень интересно, можно поработать с маслом, и если у вас не будет его, вы себя ограничите. Поэтому есть прям целые техники, где вы только мастихином работаете, и поэтому можете приобрести. Они, в принципе, не очень дорогие. Возьмите себе сначала там 1-2 штучки просто вот для разнообразия, а потом уже можете как бы экспериментировать, потому что все, в принципе, это для стартового набора идет с мыслью о том, что вы возьмите чуть-чуть, а потом дальше
дальше смотрите, что вам понравится, какая форма, потому что мастихины бывают разные, широкие, узкие, с какими-то там заострениями, закруглениями, и там, как вам уже захочется. И последнее по поводу, кстати, того, что наливать, куда наливать льняное масло или там растворитель, смотря что вы берете. Раньше я там покупала специально отдельную масленку, такую металлическую, в ней всегда все остается, накапливается, ее страшно неудобно мыть, поэтому возьмите то, что вам удобно. Я вообще взяла для себя силиконовую форму для кексов, потому что ее очень удобно мыть, потому что ее можно вывернуть, промыть хорошо, и она будет чистая и удобная. Можете взять крышечку, все что угодно. Вам не нужно очень много наливать, то есть вы наливаете совсем чуть-чуть, и как бы там вот колбасите свои кисти, лучше почаще менять, потому что когда много наливаете, вы ее грязните, это масло, потому что все равно такие кисти полугрязные туда засовываете, и можно немножко промыть, поэтому лучше чуть-чуть наливать. По поводу палитры. Вы можете купить отдельно деревянную палитру, знаете, с такой дырочкой, чтобы она у вас так лежала. У меня тоже такая была, но ее нужно лачить, ее нужно там специальными маслами натирать, чтобы как раз-таки масло не проходило. Вам нужно ее, в общем, танцы с бубнами, короче, вам нужно делать, чтобы эта палитра вам служила верой и правдой. Потому что пластик нельзя, вот с деревом вот такая вот штука. Я, как бы, когда уже начала, кстати, акрилом работать, поняла, что палитрой может быть что угодно. В моем случае это будет прогрунтованный картон, который я закрою просто пищевой пленкой. Как только я допишу работу, пищевая пленка отлепляется, наносится новый слой, и можно начинать новую работу. Потому что чистить старые палитры от масла – это сущий ад. Я этим раньше занималась, теперь не хочу. Есть вообще одноразовые палитры, кто-то вообще на файлике мешает краску, то есть просто в файлик засовывает белый лист, чтобы был фон какой-то, и так и работает. Кто-то вообще рядом, клеит работу и прямо на скотч просто краски выдавливает, и за счет своей фактуры оно все держится. Поэтому сильно заморачиваться над палитрой, покупать какую-то отдельную супердорогую я вообще не советую. Поэтому прям в файлике бумажку хранить, мне кажется, неудобно, а вот именно за счет того, что он елозит и так далее. А вот как раз-таки что-то белое обернуть плотное в пищевую пленку, это прям то, что нужно. Повторюсь, потому что вам не нужно будет ничего мыть, оттирать, тереть. Вы просто снимете и дальше пойдете писать. В принципе, все. Я вам показала масло, чем писать, на чем писать, чем грунтовать, кисти, мастихины, салфетки, палитра. Это, в принципе, все, что вам нужно, и это мне обошлось не очень дорого, хотя у меня мастихины были, и кисти у меня были, да. А все остальное я докупила, это, в общем, не вылилось в какую-то сумасшедшую сумму. Если вдруг мне не понравится, все нормально, я не сильно потратилась. И я надеюсь, что это вам тоже пригодится. Все ссылки обязательно будут внизу в инфобоксе. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. Удачи вам в творчестве. Пока-пока.